С вами доктор Кострик. Мы снова на медицинском канале говорим об актуальных заболеваниях. Всегда учитываем ваши пожелания в комментариях. Кто не подписался на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Это лучшая награда за наш труд. Сегодня речь пойдет о камнях в почках. Что это такое? Как их вывести из организма? Камни в почках — это минеральные отложения, которые могут накапливаться в почках, приводя к нарушению их функции. Поэтому важно научиться распознавать минеральные отложения в почках и удалять их. Накопление камней в почках является непосредственной причиной возникновения мочекаменной болезни. Другие заболевания, включая гиперплазию предстательной железы, также могут приводить к этому заболеванию. К тревожным симптомам, которые могут указывать на наличие камней в почках, относятся постоянная боль в пояснице или боку, мутная моча, лихорадка и рвота. Камни в почках размером более 6 мм могут привести к серьезным проблемам с мочевыделительной системой, поэтому их необходимо удалять хирургическим путем. Обо всем этом и даже больше сейчас и поговорим. Камни в почках могут образовываться в одной или обеих почках. Также могут образовываться в мочевом пузыре или мочеточнике, где накапливаются минералы. Сначала они слипаются в небольшие комочки, образуя так называемый песочек. Накапливаясь, они образуют отложения, также известные как камни. То есть это состояние, при котором в мочевыводящих путях образуется твердый конкремент, называемый почечным камнем. Еще раз, что же такое почечный камень? Это твердый объект, образованный химическими веществами, содержащимися в моче. Обычно он состоит из кальция или мочевой кислоты. Он образуется, когда в моче накапливается слишком много определенных минералов. Это происходит, когда в моче содержится слишком много отходов, так называемых, и слишком мало жидкости. И начинают формироваться кристаллы. Кристаллы притягивают другие элементы и, соединяясь, образуют твердое вещество, которое будет продолжать расти, если не выведется из организма с мочой. Обычно это химические вещества выводятся почками с мочой. У большинства людей достаточное количество жидкости вымывает их, а другие химические вещества в моче предотвращают образование камней. Камнеобразующими веществами являются, я уже упоминала, кальций, может быть еще оксалат, урат, цистин, ксантин и фосфат. Однако, когда мы не употребляем достаточно жидкости, наша моча становится более концентрированной и содержит более высокие уровни определенных минералов. Когда уровень этих минералов выше, существует большая вероятность образования камней в почках. Если это происходит, камень может остаться в почках или пройти через мочевыводящие пути в мочеточник. Поскольку камни в почках могут быть разного размера, иногда, если они достаточно малы, они выходят из организма с мочой, не вызывая особой боли. Однако камни, которые не двигаются, могут вызвать обратный ток мочи в почках, мочеточниках, мочевом пузыре или уретре, что может вызвать сильную боль и многие другие симптомы. Более мелкие камни выводятся из организма с мочой. Более крупные камни начинают накапливаться, что приводит даже к инфекции. Поэтому их необходимо выводить из организма. Накоплению минеральных отложений в почках, мочеточниках и мочевом пузыре способствует, среди прочего, диета, конечно же, с избыточным употреблением животного белка, недостаточное употребление, может быть, жидкости при этом, заболевания, например, сердечно-сосудистые, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет, саркоидоз, гипертиреоз, гиперпаратиреоз,
Почечно-канальцевый ацидоз, он возникает, когда почки не выводят кислоты из крови в мочу должным образом. Уровень кислоты в крови становится слишком высоким, это состояние называется ацидозом. Некоторое количество кислоты в крови считается нормой, но ее избыток может нарушать многие функции организма. Также приводит еще такое состояние, как метаболический синдром, интестинальная гипероксалурия, первичная гипероксалурия, неконтролируемый прием лекарственных препаратов, таких как кортикостероиды, витамина С, D, препаратов кальция, гормонов щитовидной железы, парентеральное питание. Накопление камней в почках является непосредственной причиной образования камней в почках, которая может быть вызвана и другими заболеваниями, например, гиперплазией предстательной железы, болезнью Крона, гиперпаратиреозом. На образование камней, следовательно, их накоплению в почках также влияет дефицит цитратов и магния, веществ, непосредственно подавляющих образование отложений. Это стоит знать. Симптомы, связанные с накоплением камней в почках, могут оставаться скрытыми в течение многих лет. Наиболее характерным симптомом является боль. Также она называется почечная колика. Почечная колика — это резкая, сводкообразная боль в области поясницы, вызванная нарушением оттока мочи из почки или мочеточника. Основная причина — это образование и перемещение камней в почках или мочеточниках. Также к причинам относятся сгустки крови, гноя, некротические массы, инородные тела, перегибы и сужение мочеточника, отек мочеточника при аллергии, например, и другие состояния, а также тряская езда, то есть езда по неровной дороге. Это состояние вызывает не только чрезвычайно сильную боль, но и закупорку протока или его раздражение, прямым симптомом которого является наличие крови в моче. Хуже того, эта боль невыносима и, по словам тех, кто ее испытывал, может сравниться с болью при родах или болью от удара ножом. Как правило, боль начинается, когда камень попадает в узкий мочеточник и закупоривает его. Это, в свою очередь, вызывает повышенное давление в почках, что влияет на нервные волокна, передающие болевые сигналы в мозг. В случае камней в почках боль обычно начинается внезапно и меняет местоположение и интенсивность по мере продвижения камня. Также считается, что боль приходит и уходит волнами, усиливаясь по мере того, как мочеточник сокращается, пытаясь вытолкнуть этот камень. Каждая волна может длиться несколько минут, исчезать и снова возвращаться. Размер камня в почках также играет роль. Чем больше камень, тем больше дискомфорта он может вызвать. Однако даже небольшой камень может быть болезненным при движении или может вызывать закупорку мочеточника. Стоит отметить, что боль от камней в почках может быть настолько сильной, что приводит к тошноте или рвоте и даже может затруднять движение. К сожалению, она также может быть настолько сильной, что простые меры, такие как обезболивающие, покой или лежачее положение, не помогают ее облегчить. И пациент в конечном итоге оказывается в отделении неотложной помощи. Боль обычно ощущается в боку и спине, под ребрами. По мере продвижения камня по мочевыводящим путям боль может иррадиировать, то есть отдавать в живот и пах. У мужчин боль может отдавать в яички, а у женщин во влагалище. Другим симптомом камней в почках является боль или жжение при мочеиспускании. Это происходит, когда камень застревает вблизи мочевого пузыря или в нем. Пациент начинает испытывать боль и дискомфорт при мочеиспускании. Во время мочеиспускания может возникать острая, колющая или жгучая боль. Это состояние называется дизурией. Стоит отметить, что многие путают боль, связанную с камнями в почках, с инфекцией мочевыводящих путей или заболеваниями, передающимися
половым путем. На самом деле иногда инфекция может возникать одновременно с камнями, поскольку камни создают благоприятную среду для избыточного роста бактерий. Симптомы камней в почках еще это и частое мочеиспускание. Импульсивные или частые позывы к мочеиспусканию могут быть симптомом мочекаменной болезни, поскольку они могут указывать на перемещение камня в нижние отделы мочевыводящих путей вблизи пузырно-мочеточникового соединения, то есть место соединения мочеточника и мочевого пузыря. В таких случаях организм пытается вывести камень, увеличивая поток мочи. Пациент может внезапно или многократно в течение дня и ночи спешить в туалет. Конечно, столь сильный позыв к мочеиспусканию может иметь и другую, более тривиальную причину. Он может указывать на то, что мы просто выпили слишком много воды или других жидкостей. Неотложный позыв к мочеиспусканию также может быть признаком инфекции мочевыводящих путей, поэтому особенно важно не игнорировать этот симптом и вовремя обратиться к доктору. Симптомы камней в почках продолжаем. Это проблемы с мочеиспусканием. Стоит также отметить, что при частых посещениях туалета мы можем заметить, что мочимся маленькими порциями. Это может быть связано с попадением в мочеточник крупного камня, который полностью или частично блокирует нормальный отток мочи. Однако частичная или, что еще хуже, полная блокада оттока мочи — это опасное состояние, которое требует неотложного лечения. Эксперты считают, что даже частичная блокада оттока мочи требует немедленного медицинского вмешательства, прежде чем она достигает опасного уровня. Симптомы мочекаменной болезни также могут включать гематурию, то есть наличие крови в моче. Меняется цвет мочи. В этих случаях моча может быть окрашена в красный, розовый или коричневый цвет. Это происходит, когда твердые, острые камни перемещаются по мочевыводящим путям, царапая, разрывая или повреждая нежные ткани, высылающие мочевыводящие пути. Иногда количество крови в моче настолько мало, что ее можно увидеть только под микроскопом, так называемая микроскопическая гематурия. В этом случае обычный анализ мочи выявит наличие крови. Как и в предыдущем случае, кровь в моче может быть признаком инфекции мочевыводящих путей. Поэтому еще важнее пройти обследование, если вы заметили кровь в моче как симптом. Симптомы камней в почках следующие — это мутная или зловонная моча. Здоровая моча прозрачная и имеет легкий запах. Однако камни в почках могут вызывать изменения цвета, запаха и прозрачности мочи. Это происходит потому, что камни в почках вызывают инфекции мочевыводящих путей, такую как уретрит или пиелонефрит, что приводит к распространению бактерий. Мутная моча может быть признаком гноя в моче за счет лейкоцитов большого количества. Также известная эта моча как пиурия. В некоторых случаях неприятный запах может быть вызван высокой концентрацией мочи. Тошнота и рвота также являются симптомами мочекаменной болезни. Это связано с тем, что почечные камни могут повреждать нервные связи между мочевыделительной и желудочно-кишечной системами. Эти нервные связи есть и у почек, и у желудочно-кишечного тракта. Когда почечные камни начинают свой путь и раздражают почки, эти нервы могут активироваться, вызывая тошноту или даже рвоту. Это признак того, что что-то не так со здоровьем. Стоит отметить, что рвота и тошнота также могут быть реакцией организма на сильную боль. Еще один характерный симптом мочекаменной болезни — лихорадка и озноб. Они также могут быть неотъемлемыми симптомами мочекаменной болезни, а также инфекции почек или других отделов мочевыделительных путей. Лихорадка, связанная с инфекцией, обычно высокая, то есть 38 и выше. Температура тела повышается, поскольку иммунная система
вступает в бой, так называемый, да, борется с инфекцией. Лихорадка часто сопровождается ознобом. Инфекция почек, называемая пилонефритом, характеризуется ростом бактерий, скапливающих за камнем, что затрудняет ходьбу. Однако важно понимать, что лихорадка и озноб могут быть признаками и других серьезных проблем. Помимо камней в почках, и любое повышение температуры с болью требует неотложной медицинской помощи. При появлении этих серьезных симптомов немедленно нужно обратиться за медицинской помощью. Значительное увеличение заболеваемости мочекаменной болезни у детей за последние 10 лет, что может быть связано с такими факторами, как недостаточное употребление жидкости и употребление продуктов с высоким содержанием соли. Поэтому эксперты рекомендуют изменить рацион питания детей, ограничить употребление солевых чипсов, картофеля фри и других соленых закусок и продуктов. Более того, газированные напитки и другие подслащенные напитки также могут повышать риск заболевания этого, да, то есть риск образования камней, если они содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы особенно. Конечно, семейный анамнез мочекаменной болезни также способствует развитию мочекаменной болезни у детей. Если у ребенка образуются камни в почках, у него могут возникать те же симптомы, что и у взрослых, в том числе кровь в моче, боль в животе, внезапная потребность ходить в туалет, затрудненное мочеиспускание, может просыпаться ночью частенько, чтобы сходить в туалет, более частое мочеиспускание при этом может быть, да. При почечной колике необходимо вызвать скорую помощь и обеспечить пациенту покой, а также тепло. Если боль невыносима, можно принять спазмолитик, такой, например, как ножпа, он же дротаверин, или папаверин, но лучше дождаться приезда врача для назначения более сильных обезболивающих средств, таких как кетонов, например, или диклофенак. Внутримышечное или ректальное введение может быть более эффективным. Важно собирать мочу в емкость, чтобы врач мог определить, отходят ли камни и их состав. Ограничение приема пищи в это время нужно. По возможности не делайте пациенту ничего такого подозрительного. Помогите пациенту принять удобное положение, желательно у постели, и избегайте резких движений. Приложите теплую грелку или компресс к пояснице. Это может облегчить боль за счет расслабления мышц. Что нельзя вообще делать? Это самостоятельно принимать сильнодействующие обезболивающие препараты. Это может затруднить диагностику. Принимать самостоятельно горячую ванну тоже нельзя. Это может быть опасно, особенно при наличии высокой температуры. И нужно помнить, что симптомы камней в почках зависят от размера образующихся камней. Конечно, даже самый маленький камень может вызвать дискомфорт, хотя из-за своего небольшого размера камни в почках часто менее заметны, поскольку могут вызывать не столь выраженные симптомы, как более крупные. Эти камни обычно могут перемещаться по мочевыводящим путям, не вызывая значительной боли, и часто рассеиваются сами, особенно при увеличении потребления жидкости. Крупные камни в почках вызывают более выраженные симптомы, мы уже о них говорили, да, особенно сильную боль, да, и есть изменения в моче, и при этом может быть также постоянная тошнота. Еще хуже, крупные камни в почках имеют тенденцию застревать в мочеточнике. В этом случае блокируется отток мочи и приводит к очень мучительной боли и даже к потенциальному повреждению почек. Поэтому, если вы подозреваете, что у вас крупный камень в почке, следует немедленно обратиться к доктору самостоятельно. С другой стороны, камни меньшего размера встречаются чаще и протекают гораздо опаснее, поэтому лучше не откладывать также обращение за помощью к специалисту, особенно учитывая возможные осложнения.
Итак, когда же нужно обращаться к доктору? Внимание! По оценкам, примерно 11% мужчин и 9% женщин в течение жизни сталкиваются с проблемами с камнями в почках. Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых. В некоторых случаях камни в почках могут рассасываться сами по себе, а в других они требуют лечения. Однако, если вы подозреваете наличие камней в почках или у вас есть риск их образования, важно немедленно обратиться к специалисту. Вам следует обратиться, если у вас возникают какие-либо из следующих симптомов, например, невозможность мочеиспускания или выделение небольшого количества мочи, это называется олигурия, будет острая, сильная или колющая боль при мочеиспускании или просто в спине, да? Неконтролируемая тошнота, рвота, изменение цвета мочи, лихорадка, озноб. Эти симптомы очень опасны. Они могут препятствовать оттоку мочи, наличию инфекции и требуют немедленного медицинского вмешательства. Ваш доктор проведет обследование, чтобы определить, указывают ли ваши симптомы на инфекцию мочеводящих путей или камни в почках. Для уточнения диагноза вам нужно будет сделать дополнительное обследование организма, которое включает в себя общий анализ мочи. Он поможет выявить признаки воспаления, которые часто сопутствуют мочекаменной болезни. Результаты будут включать компоненты, которые помогут врачу определить даже тип камней, что очень важно при назначении лечения. Также можно сделать биохимический анализ мочи. Он определяет наличие белка, глюкозы, кетоновых тел, микрогематурии и других изменений, связанных с заболеванием. Общий анализ крови, он выявляет признаки воспаления и другие изменения, характерные для мочекаменной болезни. Биохимический анализ крови, он позволит оценить функцию почек, уровень электролитов, мочевой кислоты и других показателей, связанных с обменом веществ. Инструментальные методы диагностики, как дополнительные, сюда входят ультразвуковое исследование. Оно позволит визуализировать камни в почках, мочеточниках и мочевом пузыре и оценить их размер и расположение. Следующее — это обзорная рентгенография брюшной полости, метод выявления камней, которые содержат кальций. Экскреторная урография — рентгенологическое исследование, позволяющее оценить анатомию мочевыводящих путей и выявить камни. Компьютерная томография — это высокочувствительный метод, позволяющий выявить камни любой локализации и размера, оценить состояние окружающих тканей. Цистоскопия — эндоскопическое исследование мочевого пузыря, которое может быть полезно для выявления камней и оценки состояния слизистой оболочки. Выбор методов обследования зависит от клинической картины, жалоб пациента и результатов предварительных исследований. И тут вопрос: а может ли камень и сам по себе выйти из почек естественным путем? Размер камней в почках — важнейший фактор, который влияет на их естественное выведение из организма. Более мелкие камни, менее 4 мм, обычно выводятся из организма естественным путем как минимум в течение месяца. Камни в почках диаметром 4-6 мм выводятся из организма в течение 45 дней. Более крупные минеральные отложения, более 6 мм, выводятся в течение 12 месяцев аж. Внимание! Если вы заметили тревожные симптомы, указывающие на наличие камней в почках, вам следует как можно скорее обратиться к нефрологу. В связи с неоднородным составом почечных камней выделяют 4 типа камней в почках. Камни из оксалата кальция. Большинство камней в почках, до 80%, образуются из отложений оксалатов, то есть солей и кальция. Их основная причина — недостаточное потребление жидкости при высокобелковой диете.
Другими причинами накопления оксалатов и кальция являются употребление таких продуктов, как шпинат, ревень и крепкий чай, а также такие заболевания, как диабет и заболевания щитовидной железы. Камни из оксалата кальция имеют острые края, характерные цвета отложений — белый, серый или черный. Уратные камни образуются из мочевой кислоты. Они возникают из-за дефицита магния, недостаточного потребления жидкости, а также при переваривании мяса. Камни из фосфата кальция образуются из фосфата магния и аммония, чаще всего в результате инфекций мочевыводящих путей. Цистиновые камни образуются из цистина — аминокислоты, входящие в состав белков. Их характерные особенности — желтый цвет и мягкость. Их образование чаще всего имеет генетическую основу. Внимание! Камни из оксалата кальция и фосфата кальция видны на рентгеновском снимке, тогда как уратные и цистиновые камни нет. Для растворения камней в почках используются препараты, изменяющие pH мочи и способствующие растворению конкрементов, а также препараты, обладающие спазмолитическим и противовоспалительным действием для облегчения отхождения камней и уменьшения боли. Препараты, которые способствуют растворению камней и их выходу, следующие. Сюда могут входить цитратные смеси, уралит-У, блемарен. Эти препараты повышают pH мочи, что способствует растворению уратных камней. Следующий препарат — это тиопронин, используется для растворения цистиновых камней. Пеницилламин, он же купринил, применяется для растворения цистиновых камней, но имеет ряд побочных эффектов, поэтому не занимайтесь самолечением. Аллопуринол, он же зилорик, аллопуринол эгис снижает уровень мочевой кислоты в крови, что помогает предотвратить образование и растворить уратные камни. Магний ацетрат, он же магурол, солимок, помогает растворить фосфатные камни. Препараты, облегчающие отхождение камней и уменьшающие боль — это спазмолитики, дротаверин, ножпа, папаверин. Спазмолитики расслабляют гладкую мускулатуру мочевых путей, что способствует отхождению камней и облегчает, конечно же, боль. Противовоспалительные препараты также применяются. Сюда входят нестероидные противовоспалительные препараты. Они уменьшают воспаление и боль в почках и мочевыводящих путях, облегчая отхождение камней. А также можно применять и фитопрепараты, такие как уралисан, канифрон, фитолизин. Цистон и другие препараты на растительной основе обладают мочегонным, противовоспалительным и спазмолитическим действием, способствуя отхождению камней и уменьшению боли. Блокаторы кальциевых каналов расширяют стенки мочеточника, что позволяет камням выходить лучше. Выбор препарата и определение дозировки должен осуществлять только доктор на основании типа камней, их размера и местоположения, а также индивидуальных особенностей пациента. Важно пить много жидкости. Обильное питье способствует вымыванию песка и мелких камней из почек и мочевыводящих путей. Медикаментозное лечение назначается в случае наличия камней размером менее 6 мм. При увеличении диаметра может потребоваться хирургическое вмешательство. Важно также помнить, что препараты, растворяющие камни, эффективны для удаления камней, не содержащих магний. Камни в почках размером более 6 мм могут привести к серьезным проблемам с мочеиспусканием, поэтому их удаление необходимо. Врачи используют два метода хирургического удаления камней в почках. Подкожную нефролитотомию. Она применяется при камнях размером более 10 мм, которые удаляются непосредственно из почек, мочевого пузыря
или мочеточника через разрез на спине. Процедура проводится под общим наркозом и требует госпитализации. Уретероскопия, как и нефролитотомия, требует общего наркоза. Во время процедуры хирург вводит инструменты через уретру в почки, которые дробят камни на более мелкие фрагменты. Литотрипсия — это урологическая процедура, которая также служит методом удаления камней из почек. Она эффективна для дробления как мелких, так и крупных камней. Инструмент, дробящий камни, называется литотриптером. Он вводится в организм через уретру, и в этом случае мы называем это механической литотрипсией. Однако ультразвук становится все более популярным для удаления камней из почек. Мощный звук выше 20 кГц дробит камни на более мелкие фрагменты. Ультразвук в сочетании с аспиратором эффективен для дробления крупных и твердых камней. Помимо использования вибраций, все большую популярность приобретает лазерная литотрипсия. Дробление камней в почках лазером безболезненно, а волны подбираются индивидуально по типу камня, что и объясняет популярность этого метода. Можно ли удалять камни из почек в домашних условиях? При небольших отложениях менее 3 мм, которые необходимо удалить в домашних условиях, следует выпивать не менее 2-2,5 литров воды в день. Также рекомендуется употреблять клюкву или сухофрукты, которые не только обладают мочегонным эффектом, но и способствуют выведению магния из мочевыводящих путей. Кроме того, для подготовки к удалению камней в домашних условиях можно приготовить настой из листьев одуванчика или березы повислой. Как уже упоминалось, чтобы предотвратить образование камней в почках, важно поддерживать водный баланс. Употребление жидкости в соответствии с вашим весом — важнейший способ защиты. Эта рекомендация особенно важна для людей с ожирением, а также для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни или работает. Также стоит исключить из рациона сладкие напитки и фруктовые соки. Не стоит отказываться от кальция, но и не стоит употреблять его в больших количествах, особенно в сочетании с витамином D. Наибольшую опасность в этом плане представляют пищевые добавки, содержащие кальций. Если мы хотим избежать образования камней в почках, нам следует избегать продуктов, богатых оксалатами, к которым относятся соя, орехи, шоколад, кофе, крепкий чай, свекла, щавель, красная свекла. А я очень надеюсь, что информация была полезна для вас. Старалась рассказать обширно то, что вам будет интересно. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Не прощаемся. До новых и скорых встреч!